Знакомьтесь, это Хосе. Ему 48 лет, и он живет в доме со своей мамой, женой и детьми. Здесь очень холодно, так как нет отопления, только печь на дровах. Воду набирают из горной скважины. Каждый день Хосе 40 минут добирается на работу по серпантину, от которого кружится голова. Ведь Хосе – мэр города в одной из самых богатых стран Европы. Добро пожаловать в Андорру. Это жизнь других. Если ты живешь в Андорре, то ты спокойно можешь себе позволить завтракать во Франции свежими круассанами, ужинать в Испании хамоном и прекрасным вином, поехать в горы на лыжи или, если не нравится, пожалуйста, иди отдыхай на Средиземном море. Ну, красота, скажете вы. И я вам отвечу да. Осталось узнать, сколько все это стоит, сколько тут люди зарабатывают и сколько они тратят на все свои удовольствия. Если бы я родилась в Андорре, я могла бы, как Хосе Мария Кабанос, увлекаться охотой и считать, что этим я спасаю природу. А если бы у меня была дочь, как у Альфонса и Кармен, я бы спокойно отправляла ее одну хоть в школу, хоть на прогулку, хоть на дискотеку. Ведь здесь просто необычайно безопасно. Однако я знаю точно, если бы я родилась и выросла в Андорре, я бы точно обожала лыжи и прекрасно бы на них каталась. Может, даже как высококлассный инструктор Патрик Нарсиас Рикард. Ведь у меня просто не было бы выбора. Лыжи и горы – это неотъемлемая часть жизни этой маленькой страны. Поэтому и в детский сад меня позвали прямо на зимний курорт. В детский сад в Андорре детей отдают с 1 года, представляете? И если меня в детском саду учили рисовать, петь, танцевать, там буквы писать, то здесь всех детей с самого детства учат кататься на лыжах, представляете? А поощрение им дают печенье, конфеты и горячий шоколад. Стоит автомат, тут и кофе есть. Господи, мне нравится этот детский сад, а? Детей приводят к 9 часам утра, а забирают в 5 вечера. Малыши, которым нет еще 2, постоянно находятся внутри помещения. Играют, поют, рисуют. Но когда мы выводим их на прогулку, стараемся приучить к снегу, трогаем его, рассказываем о нем. А вот с 2 лет дети начинают кататься. Утром 2 часа уроков езды на лыжах, а после обеда мини-снегомобили, снегоступы и другие развлечения. Интересно, что сами родители, несмотря на свои таланты, никогда не учат детей лыжам. У меня 3 детей, но я никого из них не учил кататься. По нашему внутреннему кодексу это категорически запрещено. Когда это твоя семья, когда ты их очень любишь, ты слишком им доверяешь и не в состоянии контролировать их, как учеников. Марипа, скажи, вот в детском саду воспитатель еле-еле может смотреть за детьми в садике. А как ты одна с ними тут справляешься в горах? Нет, что ты, с ними здесь гораздо лучше. Во-первых, у детей нет страха, а это важно для любого вида спорта. Во-вторых, им ужасно интересно, поэтому они всегда слушаются. И в-третьих, они так устают на свежем воздухе, что всегда послушные, спокойные и с хорошим аппетитом. Слушай, ну ты одна на сколько детей? Когда я работаю с малышами, у меня в группе максимум 5 человек. Но чаще всего 4 детей на 1 воспитателя. Вообще это травмоопасный вид спорта, развлечения, не знаю. То есть как вот вы тоже, надо же очень внимательным быть. У меня муж поехал один раз поехал, сразу сломал себе ногу. Ну скажи мне, а как с детьми? Дети обязательно носят шлемы, а также специальную черепашку на спине.
У нас есть испытанная годами система обучения. С первых шагов, самых маленьких гор, понемногу, по чуть-чуть. Пок-а-пок, как мы здесь говорим. Ой, вот это вот моему мужу надо было сказать, понимаешь, что поко-поко. Вот он пошел на Черную горку, ну, знаешь, как все делать, да. Слушай, а детям нравится? Можно я у детей спрашиваю, вообще нравится им или нет? Скажите, дети, вам нравится больше на лыжах кататься или в компьютере сидеть? Кататься! Чтобы научить ребенка кататься на лыжах, нужно, во-первых, помочь ему полюбить снег. Он должен понимать, что это, не бояться его. И помните, что катание на лыжах – это неестественно для человека. Мы не созданы природой, чтобы делать это. Поэтому нужно, чтобы ребенок с детства выработал условные рефлексы. Полный день в нашем садике стоит от 40 до 70 евро в день, в зависимости от возраста ребенка и количества часов, которые он проводит в садике. Нужно сказать, что совершенно бесплатных детских садов в Андорре нет. Даже в государственных родителям нужно платить. Интересно, что цена считается в зависимости от дохода родителей. И самое минимальное – это 90 евро в месяц. Чтобы вы немного сориентировались в местном уровне жизни, объясню. Минимальная зарплата в Андорре 1100 евро, а средняя 2075 евро. Так, например, полицейский получает от 1500 до 2000 евро, а медик от 4200 евро. Конечно же, большинство местных пытаются получить высшее образование. У нас самый популярный – это медицинский факультет. На него всегда самый большой конкурс. А на менее оплачиваемых должностях, например, в сфере обслуживания, чаще всего работают латиноамериканцы. Я из Аргентины. Вначале я работала на зимних курортах у себя на родине. Ведь когда у вас лето, у нас зима. А потом еще полгода в европейскую зиму, здесь, в Андорре. Затем я решила тут остаться. Мне нравится, что в Андорре безопасно. Работа здесь стабильная. Я скучаю по родине, по семье, но возвращаться не собираюсь. В основном латиноамериканцы ищут работу не через агентство, а через знакомство. Или сами рассылают свои резюме. Ведь в Андорре высокий уровень обслуживания, и люди нужны всегда и повсюду. Андорра совсем небольшая, но все же лучше искать отель в центре города. Например, как Golden Tulip, в 2 шагах от главной улицы столицы с магазинами. Отсюда также легко добраться до лыжных баз. После катания или шопинга можно расслабиться в одной из 3 гастрономических зон отеля. Ресторане с традиционной кухней, новом ресторане The Lobby или на террасе Rooftop One с живой музыкой. Это идеальная гостиница для пар и молодежи. И еще 4 таких гостиницы вы можете найти в других городах Андорры. В Андорре очень популярны термальные источники, бассейны. Ну, и люди, конечно, часто приходят сюда, чтобы провести время, расслабиться, просто получить кайф. А в то время, пока они тут наверху получают кайф, здесь, в подземелье, кипит жизнь, но совсем другая. И много людей работают для того, чтобы вы получили удовольствие. Нашему центру в этом году исполняется 25 лет. Мы считаемся самым большим термальным спа в Европе и в год принимаем чуть больше 400 тысяч посетителей. Цены на вход в спа начинаются от 33 евро на человека. Комплекс находится посреди гор, и посетители купаются в термальной воде, которая от природы уже нагрета до 70 градусов. В ней есть сера, сульфаты, натрий, кальций и другие минералы. Понятно, что это очень полезно для кожи, но как при таком количестве посетителей происходит очистка каждого из многочисленных бассейнов. Вначале мы немного охлаждаем воду, ведь она слишком горячая, а затем она проходит несколько этапов очистки, чтобы убить бактерии, вирусы и убрать мелкие песчинки. Каждый день мы берем воду на анализы и подбираем, что нужно для очистки именно сегодня. Также вода постоянно очищается ультрафиолетом. Звучит это, конечно, как-то значимо и по-научному, но выглядит вот так. А еще говорят, что дети в Андорре не ходят в туалет в бассейны. Простите за такую интимную тему, но правда ведь мы все этого боимся. Перед входом в спа мы обязательно объясняем правила пользования и взрослым, и детям, и даже маленьким. Зачем делать исключения? Мы же цивилизованные люди и учим детей жить в обществе. С самого маленького возраста мы им показываем, что есть специальные места для того, чтобы удовлетворить свои естественные потребности. И это ни в коем случае не публичный бассейн, море или океан.
Дети ведь всегда хотят повзрослеть, делать все, как мама и папа. Поэтому мы им говорим: ты уже большой, делай вот так, а по-другому не делай. Они все прекрасно понимают. Детям в Андорре вообще нужно много чего сразу понимать. Например, с самого рождения целых 3 языка. Дело в том, что в этой крошечной стране существует 3 системы образования: испанская, французская и местная каталонская. Такой сложной системы больше нет нигде в мире. Каждая из школ подчиняется своему министерству образования. Каждую из них финансирует своя страна, и, соответственно, у каждой не только свой основной язык обучения, но и своя программа. У нас андоррская школа. Это значит, что нас финансирует именно государство Андорра, а учеба проходит на каталонском языке. Но мы обязательно изучаем и испанский, и французский, не как иностранные. Часть предметов просто преподается на других языках. Как иностранный язык дети дополнительно учат английский. Хотя 3 разных вида школ финансируют 3 разных государства, все они бесплатные. Родители делают лишь взнос где-то около 100 евро в начале года. Эти деньги идут на материалы, экскурсии и выезды на лыжи. А также при желании родители оплачивают столовую. Частная школа в Андорре всего одна, и учатся в ней в основном иностранцы. Когда я училась в школе, в старших классах, мы, например, заканчивается урок математики, мы переходим в другой кабинет химии. Заканчивается химия, мы переходим в другой кабинет биологии. А здесь дети целый день сидят в одном классе и меняют классы только учителя. Учителя бегают худые, стройные, наверное. Вот и я сбежала с урока, чтобы провести мне небольшую экскурсию по своей школе. Ведь просто пройтись для местных учеников настоящее счастье. А сколько у вас урок длится? Есть уроки, которые длятся час. Есть уроки по 1,5 и даже по 2 часа. Ну а перерыв когда? Только когда заканчиваем. У нас за весь день всего лишь 1 перерыв. Час на обед. У меня урок длился 45 минут. Это было так сложно высидеть. Как вы 1,5 часа сидите? Молодцы. Ой, это у вас спортзал, да? Да, здесь у нас проходит физкультура. Занятия физкультурой у нас 2 часа в неделю. И все в один день. Но еще мы с классом на неделю ездим на лыжи. На целую неделю. Это тоже как бы физкультура. Все школы Андорры каждый семестр на целую неделю отвозят учеников в горы. Они могут кататься на лыжах, сноубордах, заниматься любыми зимними видами спорта. И это все часть физкультуры. Также идет в школьные оценки и зачеты. К тому же у школьников огромная скидка на все подъемники страны. Они могут купить сезонный безлимитный пропуск, и он будет стоить им всего 120 евро, что где-то раз в 10 дешевле, чем для туристов. Я катаюсь на лыжах где-то лет с 4, но больше всего я люблю сноуборд. Это здорово, что даже в школьной программе я спокойно могу выбрать, на чем кататься. Скажи, у вас есть запреты, в чем можно приходить в школу? Или ты можешь приходить в чем угодно? У нас нет формы и нет ограничений в одежде. Можешь носить все, что хочешь. Более того, нет специальных правил для девочек или мальчиков. Между нами нет разницы. То есть, что ты имеешь в виду, нет различия между мальчиками и девочками? То есть мальчики могут тоже прийти в юбке в школу? Конечно, если хочешь прийти в юбке или в платье, пускай. Нигде не написано, что этого нельзя делать. Лишь бы юбка не слишком короткая была. Мы не ограничиваем детей в их выборе и в их стиле. Правда, конечно, если придет совсем уже в коротенькой вызывающей юбке или футболочке, мы не будем отсылать обратно домой. У нас есть коробка с забытыми вещами, найдем там что-то по размеру и попросим прикрыться. Если ребенок на 5 минут опоздает на урок, его в класс уже не пустят. Его отправят в специальную комнату, и как наказание он должен там сидеть целый час, пока идет урок, и самостоятельно изучать материал. А если вдруг у ребенка звонок на урок, сейчас кто там опоздал, сейчас проверим. А вот если ребенок систематически опаздывает, постоянно пропускает школу без уважительной причины или из-за подозрительной причины, а родители никак не идут на контакт, мы обязаны сообщить в наше Министерство образования. Мы делаем все, чтобы защитить детей. Андорра совсем небольшая. Даже самый большой город у нас не сравнится с Барселоной, Мадридом или Парижем. Поэтому чаще всего мы ходим в школу пешком, потому что живем недалеко. Тем более, что здесь очень безопасно. Многие приезжают в Андорру ради детей.
Ведь если у семьи есть ребенок, которому 7-8 лет, его спокойно отпускают одного в школу. Здесь нечего бояться. Здесь абсолютно безопасно, вас никто не тронет. Поэтому здесь приглядели себе дома и бизнес Месси и Пике с Шакирой. В Андорре нет преступности, и в Андорре нет папарацци. Вы можете не просто не закрывать дом или машину. Вы можете оставить ключи в зажигании в открытой машине, и никто ее не тронет. Если вы посмотрите газеты за последние пару лет, вы не найдете ни одного сообщения о преступлениях в Андорре. При малейшем подозрении мгновенно появляется полиция. В Андорре очень безопасно. И, кстати, люди здесь очень любят и уважают свою полицию. И, между прочим, в полиции служит 50% мужчин и 50% женщин. Может быть, в этом и есть залог успеха, а? Пришла такая красивая женщина, говорит, я полицейский. Когда ты поступаешь на учебу в полицейскую академию, условия поступления для мужчин и женщин немного отличаются. А вот потом все экзамены, в том числе физические нормативы, абсолютно одинаковые. Хотя нужно все же сказать, что на некоторых специальностях, например, в национальной полиции, к мужчинам требования выше. В нашей стране очень много женщин на руководящих и важных позициях. Например, в нашей мэрии я глава, я женщина. К тому же во всех других подразделениях, если посчитать, получится, что у нас ровно столько же женщин в управлении, сколько и мужчин. Причем нет никаких законов, которые бы это регулировали. Просто так получилось. Обычно, чтобы в городе или стране было спокойно, нужно, чтобы злоумышленникам было страшно. Но почему-то в маленькой безопасной Андорре даже нарушителям правил бояться особо нечего. В Андорре очень маленькие штрафы. Дело в том, что наш кодекс дорожного движения не менялся с 99-го года. А ведь тогда цены были совсем другие. Например, за разговор по телефону за рулем штраф всего лишь 19 евро. Сейчас будут пересматривать правила, ведь им уже больше 20 лет. Жизнь изменилась. Хотя для среднего заработка в Андорре штрафы просто смехотворные. Правила никто не нарушает. С первого взгляда страна поражает своей чистотой. Во всем мире мусорные баки стоят на улице и, не очень красиво. А в Андорре придумали вот такую потрясающую вещь. И на всех улицах мусорные баки закрыты вот такими красивыми щитами с видом Андорра. Идешь и не видно, а здесь так раз, бросил и пошел. Молодцы! Конечно, для поддержания чистоты выделяются деньги из бюджета. Мы очень пристально следим за работой всех коммунальных служб города. Но я бы хотела добавить, что и наши граждане солидарны с нами в этих вопросах и сами переживают за чистоту своего города и своей страны. Мы часто проводим социальные кампании и объясняем: главное – не убирать, главное – не мусорить. На чистую Андорру можно полюбоваться на одной из главных достопримечательностей столицы – колесе обозрения. Кстати, оно никогда не останавливается из-за поломок. Во-первых, его обязательно тщательно проверяют перед запуском утром и после остановки вечером. Во-вторых, у нас есть запасной аварийный двигатель. Даже если во всем городе пропадет свет, мы можем продолжить работу и спокойно доставить всех наших пассажиров обратно на твердую землю. Правда, никакие социальные кампании и запасные двигатели не могут повлиять на погоду. И, конечно, горную Андорру часто засыпает снегом, и тогда в бой вступают снегоуборочные машины. В Андорре где-то 25-30 машин на всю страну. Это те, которые финансируются государством. Нам хватает. Тем более, что у лыжных баз часто свои машины. Если выпал снег, мы выходим на работу в 4 утра и работаем где-то до 9 вечера. Потом заступает следующая смена. Сутки мы отдыхаем и опять. Но пока на смене, мы должны быть доступны 24 часа в сутки. В Андорре всего 3 главных дороги. Если на одной из них пробка, свернуть или объехать никак не получится. Поэтому для тех, кто перекрывает проезд, не дает снегоуборочной машине сделать свою работу или по собственной беспечности попадает в аварию, штрафы особенные. Это единственные штрафы, которые здесь кажутся внушительными. Если житель Андорры не поменял резину или не использовал цепи для шин, он получит штраф в 300 евро.
Туристам на иностранных машинах легче. Для них штраф в 180 евро. Редко когда в европейской стране отношение к местным более строгое, чем к приезжим. Тем более, здесь есть практически непростительные поступки. Например, выбросить свою собаку на улицу. У каждой собаки и кошки в Андорре есть чип. По нему за несколько минут можно найти адрес хозяина. И если окажется, что вы просто выбросили своего питомца на улицу, вас ждет штраф. Это может быть всего 60 евро, если вы просто выбросили собаку, или несколько тысяч, если видно, что с собакой плохо обращались. Хотя, честно говоря, люди здесь так не делают. Наоборот, им ужасно тяжело расставаться с любимцем. Но в жизни бывает всякое. Если из-за вынужденного переезда, пополнения семьи или даже из-за недостатка денег житель Андорры должен отдать собаку, он приносит ее в специальный приют. Это абсолютно бесплатно. Более того, если человек все же надеется за ней вернуться, а за содержание питомца нечего платить, собаку отдадут хозяину без лишних вопросов. Ведь найти новый дом для собаки в Андорре очень непросто. И проблема абсолютно не в том, что бездомных животных никто не хочет. Если в Андорре вы хотите забрать собаку из приюта, то, пожалуйста, предоставьте справку с места работы, справку о своей зарплате. К вам люди придут домой, посмотрят, в каких условиях вы живете, удобно ли будет там собаке. Потом вам организуют встречу с собакой, чтобы вы ей понравились, потому что мало ли, как вы выглядите, ну, правильно? Потом вы заплатите за то, что вы ее забираете, и, пожалуйста, живите в любви и счастье. Вот так. Наш приют рассчитан на 41 собаку. Но обычно у нас их всего 20-24. Задерживаются они в среднем на 2 месяца. Но есть те, у которых нерешаемые проблемы с поведением, психологические или неврологические расстройства. С ними мы работаем отдельно. Если проблему никак не решить, собака останется с нами навсегда. Чтобы взять щенка, нужно заплатить чуть меньше 50 евро. За более взрослого парня 80 евро, а за взрослую собаку, так сказать, женского пола 120. Эта цена не за животное и не за услугу, а за все вакцины, медосмотры и операции, которые прошел питомец, попав в приют. Само содержание приюта финансируется государством и частными пожертвованиями. Вот у каждой собаки есть свои апартаменты. Они состоят из вот этой части закрытой, где у них диван, там и вода тоже, там они спят, но если холодно. И вот такая открытая терраса с таким прекрасным видом, так сказать, горы, солнце. Ну, сейчас солнце не очень, но деревья, свежий воздух, красота. А по новым законам собакам, так как сейчас зимы холодные, должны еще проводить в их комнаты отопление. Так что скоро еще будут и отопление, там уж глядишь, и телевизор появится. Вот жизнь какая, красота. Волонтеры приносят корм. В 5-звездочные отели отдают полотенца и одеяла, которые все еще качественные и красивые, но на них есть, например, небольшие пятна, и для высококлассных гостиниц они уже не подходят. Но самое главное, что можно подарить любимой собаке, это внимание. Поэтому волонтеры каждый день приходят в приют, чтобы поиграть с питомцами или отвезти их на прогулку в горы. Я прихожу сюда каждый день. Если праздники или выходные, забегаю хотя бы на пару часов утром. Однажды я подвезла подругу, которая купила для приюта корм. Я сразу поняла, я должна приходить сюда каждый день и помогать. А сколько у вас эти собаки живут? Вот это активная Лола. У нас чуть меньше месяца. А ее Лола еще зовут. У меня дочку Лола зовут. Тоже ведет себя практически так, как и она. Тоже прыгает постоянно. У второй, у Пати, очень грустная история. Ее привезли к нам, когда случайно нашли вместе с другой собакой. Всем было очевидно, что с ней очень плохо обращались. Ее нашли на лыжной базе. Пати все время прижималась к полу, она не хотела вставать на ноги, боялась поднимать голову. Она всего боялась. У нее была ярко выраженная депрессия. Мы думаем, что ее с рождения держали в каком-то очень маленьком закрытом пространстве, скорее всего, коробке. Она даже никогда не видела солнечного света. Когда мы привезли ее сюда, занимались с ней, и она хоть немножко расслабилась, Пати начала оглядываться вокруг. И мы видели, что она не понимает, не знает самых элементарных вещей.
что такое трава, дерево, как можно просто пройтись. Она дышала воздухом, так удивленно и все время смотрел на небо, на птиц. А что вот для собак, которые находятся здесь у вас, вот что для них самое важное? Для абсолютно любой собаки самое важное – это ваша любовь и ваше присутствие. Когда мы расходимся по домам вечером, здесь становится очень и очень тихо. Они уже знают, что мы сейчас уйдем, и просто стоят и молчат. Зато утром они прыгают, гавкают, машут хвостами. Это непередаваемое ощущение. Такую любовь может подарить только собака. Хосе Мария Кабанос тоже обожает своих собак, 2 сеттеров, и вместе с ними каждые выходные ходит на охоту. Хотя для меня сложно понять, как сочетается любовь к животным и охота на них. У андорца для всего этого есть вполне логические объяснения. Ну подожди, хорошо, но ты убиваешь... О, господи, лиса! Господи, ты видел лиса? А ты мне скажи, как вот ты ее убиваешь, и тебе не жалко ее убивать? Нет, совсем нет. Дело в том, что у нас живет огромное количество животных. Если не контролировать их размножение, они сами будут гибнуть от эпидемии и разных болезней. Например, в горах живет 1000 лисиц, а нормально могут выжить только 800. Вот на 200 особей и можно охотиться. То есть вы спасаете таким образом животных? В Андорре на почти 80 тысяч населения 800 официально зарегистрированных охотников. И это очень много. Охота считается традиционным местным отдыхом. Сотни лет андорцы на несколько дней и даже на целую неделю выезжают в горы большими компаниями и даже берут с собой детей. А со скольки лет детям можно присутствовать на охоте? Можно с любого возраста присутствовать, но обычно дети начинают с нами ездить где-то с 14 лет. Но они всегда должны быть под присмотром. А уже с 16 они могут получить разрешение на оружие и охотиться, но с родителями. С 18 лет самостоятельно. А у вас есть люди по защите животных? К вам никогда не приходили? Нет, еще раз нет. Более того, мы сотрудничаем с экологами. Перед началом сезона охоты и рыбалки к нам приезжает специальная экокомиссия, которая вычисляет тот самый процент животных, на которые можно охотиться, в какие дни мы можем начать и когда закончить. Мы же цивилизованные люди, и если мы убьем всех животных, нарушим популяцию, изменим естественный цикл природы, наша традиция охоты сама по себе погибнет. Слушай, ну а ты, если вот такой вот охотник, как ты, вот не дай бог, ну я сейчас так вот просто думаю, женился вы на какой-то женщине, которая там за права животных и сказала: или я, или твоя охота, выбирай. Что бы ты выбрал? Скажи, конечно, охоту. Что ты выбираешь? И то, и другое. И то, и другое. Дорогая, я возьму еще одну жену. Если вы резидент Андорры, вам будет очень легко купить здесь оружие. Вам просто нужно прийти в любой оружейный магазин, показать свое удостоверение личности, выбрать, что вы хотите, а обо всем остальном позаботится продавец. У каждого пистолета или ружья есть свой регистрационный номер. Оружейный магазин подает этот номер в полицию, и оружие записывают на вас. Вы платите, забираете его и забираете сертификат на владение. С этим сертификатом вы можете вывозить свое оружие в любую страну мира. На самом деле полиция проверяет того, кто хочет купить огнестрельное оружие. Смотрят, нет ли судимостей, могут пройтись по соседям и узнать, не конфликтный ли это человек, есть ли у него с кем-то невыясненные ситуации и так далее. В Андорре практически в любом киоске можно купить любое средство защиты. Ножи, баллончики, мачете. Господи, да все, что душе угодно. А вот в моей душе угодно кофе. Если вы хотите купить любое холодное оружие, например, нож, полицейскую дубинку, или средство защиты, такое как электрошок или газовый баллончик, никаких разрешений не нужно. Но есть одно условие – вы не имеете права выходить с этим оружием на улицу, а только держать его дома.
В Андорре нет своей армии. И до сих пор существует старинный закон, по которому в случае войны все мужчины призывного возраста должны защитить свою страну своим же оружием. Правда, закон этот никогда не применялся, поэтому местные студенты военкоматов не боятся. В Андорре один-единственный университет, куда может поступить любой желающий сразу после школы. И нужно знать только один экзамен – английский. И все. И ты уже учишься в университете. Ой, боже, рай какой-то. Свой собственный университет здесь появился совсем недавно. Ему всего 30 лет, поэтому большинство молодых людей стремится уехать на учебу в другие страны. Наш университет пока еще не предлагает ту специальность, которую я хочу, поэтому лично я планирую поступать в какой-то из вузов в Каталонии. Многие мои одноклассники планируют уехать в Барселону, во Францию и даже в Штаты. Наш сын сейчас учится в Америке в обычной государственной школе по программе обмена, но хочет там остаться и для высшего образования. Мне кажется, что молодым людям хочется хоть на пару лет уехать в другие страны, большие города, чтобы увидеть мир, но почти все они возвращаются потом работать домой. А мне нравится учиться в университете Андорры. Я живу дома с родителями, удобно добираться, никогда не опаздываю. Майкл – студент 3-го курса. Именно его специальность – информатика. Была одной из самых первых в местном университете. И сейчас он готовит курсовую, виртуальную компьютерную игру. Так, Майкл, значит, расскажи мне, что это игра, которую вы сами разработали? Да, в эту игру может играть 5 человек. 3 игроков должны попытаться выбраться из лаборатории. Это кто, человек или какой-то наушник это бегает, да? Нет, это ты. Так, ну хорошо, то есть как вот вы учитесь, я понимаю, то есть вообще ничего не понимаю, что вы тут делаете, а как вы развлекаетесь? Скажи мне, тоже, наверное, сидите за компьютером, да, и играете, да? Ну да, мы в свободное время всегда играем в компьютерные игры. Но это все не для отдыха, а чтобы набираться знаний. Я так, все вот эти вот, все, знаешь, вот эти, как сказать, вот эти вот очкарики сидят за своими компьютерами, так они развлекаются. А ходите куда-то, я не знаю, в бары, в рестораны с девушками, вечеринки. Ой, нет. Знаешь, мне нравится, знаешь, когда говоришь чика, знаешь, они сразу ха-ха-ха, знаешь, вот компьютеры это класс, а девушки это... Ну, конечно, мы иногда гуляем, выходим на улицу куда-то перекусить, а про девушек это отдельный разговор, давай не будем. Давайте и не будем, а поговорим о языках. Вы же помните, что в Андорре есть 3 вида школ – французская, испанская и андорская. А университет один, и учеба в нем проходит именно на каталонском языке. У местных особых проблем с этим нет, так как они с детства учат все 3 языка. Но и для иностранцев, и для тех, кто плохо учил каталонский, в своей французской школе есть помощь. У нас 2 основных языка – каталонский и английский. Но все же большинство предметов преподают именно на каталонском. Первокурсникам мы разрешаем больше пользоваться своим родным языком – французским и испанским. Они могут писать на своем языке даже курсовые и сдавать экзамены. Более того, если преподаватель говорит на языке студента, например, португальском, студент может сдавать экзамен на португальском. А вот со 2-го курса все обязаны знать каталонский и английский. Цена за обучение в Андоррском университете зависит от факультета. Но в среднем студенты платят около 800 евро в год. Когда учеба доступна, а вокруг так безопасно, конечно, совсем не страшно рожать детей. Тем более, что роды в Андорре абсолютно бесплатные для местных. Мы мало что запрещаем беременным. Просим их вести максимально здоровый, но обычный для них образ жизни. Например, у меня есть много молодых мам, которые катались на лыжах до дня перед родами, ведь они так привыкли. Лыжи считаются опасным видом спорта, так же, как и верховая езда или мотоспорт, ведь высокий риск падения. Но если женщина каталась на лыжах всю жизнь, мы ей не рекомендуем этого делать на последних месяцах, но и не запрещаем. А вот популярные во многих странах домашние роды в Андорре категорически запрещены. У нас в стране всего 1 больница, и мы все работники этой больницы не будем принимать роды в домашних условиях. Поэтому, если женщина принципиально хочет рожать не в роддоме, ей нужно будет выехать в какую-то другую страну. Все дети получают прививки в соответствии с европейским протоколом.
Карта прививок необходима, чтобы ребенок записался в садик или школу. Если родители не хотят вакцинировать своего ребенка, мы ведем с ними информационные беседы и убеждаем сделать хотя бы самые важные, главные прививки. Ведь это необходимо, чтобы защитить и их ребенка, и других детей. В обычной андоррской семье, как правило, 2 детей. Чаще местные живут в домах, а не в квартирах. Это могут быть дома в черте города, как у Альфонса и Кармен. В Андорре очень сложно арендовать жилье. Выбор совсем небольшой, а цены заоблачные. Поэтому здесь всегда пытаются накопить и купить квартиру или дом. Двухкомнатная квартира в центре столицы будет стоить около 400 тысяч евро. Чем дальше от центра, тем дешевле. Но, конечно же, это очень дорого, поэтому сейчас в стране начали строить социальное жилье. Оно не предназначено для иммигрантов, как обычно в Европе. Ведь бедных иммигрантов в Андорре просто нет. Эти дома строят для молодежи, студентов и молодых семей. А вот коммунальные услуги в Андорре стоят ниже, чем в соседних Испании и Франции. К тому же, в отличие от испанского побережья, здесь у всех обязательно есть отопление. У нас ужасно дешевая вода. У нас дома есть бассейн, и даже с ним мы платим всего 20 евро в месяц. К тому же вода в Андорре идет из термоисточников, и она очень высокого качества. А за электричество в квартире цена будет где-то около 100 евро, в большом доме до 250 в месяц. У многих обеспеченных андорцев, кроме обычного дома, есть еще домик в горах, который называется шале. Ну а есть и те, кто просто живет в горах. В доме, где жили их родители и бабушки с дедушками, например, как мэр небольшого городка Хосе Майораль. К вам пока добралась в эти горы, ой, кошмар. Я хотела согреться, а тут как-то у вас так холодно. Вы не топите? Это очень старый дом, ему почти 100 лет. Поэтому у нас тут не очень с отоплением. Если хотим согреться, просто топим печь дровами, как и раньше. Это у вас кухня, да? Это одна из главных комнат в доме. Мы здесь не только готовим, но и проводим почти всю зиму. Ведь здесь печка и здесь тепло. Я представляю, так, ну да я даже в пальто, и даже раздеваться не хочу, представляешь? Так, а это что, детские игрушки? Это тут ребенок твой, да, живет? Да, дети здесь играют, а за ними присматривает моя мама. Она здесь шьет. Мы выбрали эту комнату как игровую для детей и рабочую для мамы, ведь здесь теплее. Больше всего мне, Хосе, понравилось, что ты говоришь, что в этой комнате теплее. Мне кажется, пар уже идет изо рта. А скажи мне, то есть, а вы спите в одежде? Да, зимой укрываемся несколькими одеялами, а в ноги кладем грелку с горячей водой. Зато летом здесь просто прекрасно. То есть вы сейчас сидите вот у себя на диванах, в теплых квартирах своих, чтобы вы понимали, вот здесь температура приблизительно такая, как если бы на улице у вас было минус 30, вам бы выключили отопление, и вот вы бы жили в панельном доме. Вот приблизительно так. Хосе живет в этом доме из уважения к своим родителям и традициям. К тому же здесь почти ни за что не нужно платить. Чистейшую воду набирают в горном источнике, а топят хоть как-то дровами. В доме есть электричество, но за него платят копейки. Один недостаток – это серпантин, который ведет в горы. Каждый день и Хосе, и его жене приходится спускаться 8 километров абсолютно головокружительной дороги. Но они к этому привыкли. Опять же, главное – традиции. Довольно традиционная в Андорре и кухня. Здесь много ресторанов, которые называются бордос. Обычно им больше 100 лет, и здесь подают типичные для Андорры блюда. Сытные, простые и калорийные. Что тут, вот, как правило, на обед, вот что люди едят? У нас очень любят улиток, кролика, бычьи хвосты в вине и абсолютно все виды мяса и колбасок на гриле. То есть это может готовить практически любая хозяйка дома, да? Не каждая это умеет. Дома я сам не готовлю, готовит моя жена. А я командую и раздаю полезные советы. А вот на Рождество, например, у вас есть какое-то вот андоррское блюдо, вот типичное, которое должно быть на каждом столе в доме? Эскуделья. Это наш национальный суп, и он, кстати, считается одним из самых древних европейских супов. Он готовится на бульоне с крупной пастой в форме улиток. Туда добавляются овощи, бобы и какое угодно мясо. Это может быть телятина, фрикадельки, колбаски, да и все вместе. Я просто обожаю эскуделью. А я тринчат. Это пюре из капусты с чесноком и беконом.
Тоже люблю тринчат, а к нему любое мясо на гриле, например, дичь. Вот это мясо с грибами. Грибы мы собираем летом и осенью в горах, потом высушиваем их, чтобы готовить зимой. Здесь также мясо дикого кабана и специи. А сколько такое блюдо готовите? 3 часа. 3 часа? Потому что все по чуть-чуть на очень маленьком огне. Иначе мясо будет сухое. Наверное, я не буду брать рецепт, этого слишком долго готовить. Но вкусно. Андорра уютная и очень комфортная страна. Чтобы сделать ваш отдых незабываемым, обращайтесь в Евровояж, который организует вам здесь отдых и катание на лыжах. Компания работает еще с Майоркой, Ибицей, Канарскими островами, в Мадриде, Барселоне и на побережье, и даже на Лазурном берегу Франции. Вам обеспечат трансферы на собственных автомобилях любого класса, экскурсии, гастрономический туризм – мой любимый. А еще могут забронировать отели и даже помочь с недвижимостью и иммиграцией. Цены доступные, а качество высокое. Кстати, ходить в горы за грибами – это одно из самых любимых занятий пенсионера Алекса и его жены. Как и все андорцы, они обожают природу и не могут представить своей жизни без гор. Вы знаете, где я только не встречалась с пенсионерами. И у них дома, и в домах престарелых, и в ресторанах, и на лавочке в парке. А пенсионер в Андорре пригласил меня на самую высокую гору. Представляете, а? Алекс, слушай, вот скажи мне, вот я к тебе сюда пришла. Тут все катаются, я чуть не околела. Вот тебе не холодно, скажи мне? На мне только эта кофта. Так, и все? Хочешь, покажу, что у меня? Смотри, у меня одно пальто, второе, вот это, потом вот свитер. Так если я тебя приглашу на кофе, ты же 2 часа будешь Я раздеваться. ж тебе говорю, понимаешь? А сколько уже лет ты на пенсии? Вообще официально уже 3 года. Но я отказываюсь считать себя пенсионером. Я слишком молод. Я все еще по привычке каждый день прихожу на работу. Но теперь это не моя работа, а мое развлечение. Когда ты вышел на пенсию, как изменилась твоя жизнь? Она хоть как-то изменилась? Конечно, это же такое изменение в жизни. Теперь ты пенсионер. Но понял, что я не могу все это бросить. Я хочу остаться в горах, я хочу продолжать кататься, я хочу быть все время на этой высоте, дышать свежим воздухом. Даже сейчас я не собираюсь спускаться в город и жить там. Там нечего делать, а здесь все идеально. Я все дрожу, но перфекто, согласна. А жена твоя тоже любит лыжи? Нет, моя жена не любит спорт. Но она очень хорошо готовит, поэтому я ее никогда не брошу. Вот секрет долгой супружеской жизни, понимаешь? Лыжи можешь ты не любить, а готовить есть, да? Вкусно. Ты должна уметь. Средняя пенсия в Андорре всего 600-800 евро, что для местного уровня жизни совсем немного. Но интересно то, что несколько лет назад она была на 30, а у кого и на 35% больше. Но государство заявило, что платить большую пенсию невыгодно. Вот ее и снизили. Ну хорошо, а скажи мне все равно, вот тебе вот лучше жить сейчас, вот на пенсии, или все-таки вот до пенсии тебе больше нравилось? Это очень хороший вопрос. Когда ты молод, мечтаешь, когда же это все закончится, и тебя никто не будет трогать. Будешь делать все, что хочешь. А когда выходишь на пенсию, понимаешь, оказывается, ты всю жизнь как раз и хотел работать. Конечно, мне сейчас легче. Люди меня уважают, на меня никто не давит. У меня есть главный опыт, а это редкий дар сегодня. Но я знаешь, чего не понимаю? Почему пенсия так рано? Я только жить начал в 65. Я понял этот мир, а тут пенсия. Ой, конечно, ты философ, давай будем идти, мне холодно очень. Алекс, как и все жители Андорры, словно застыл в красивой открытке с новогодними поздравлениями. Улыбчивые люди, послушные дети, чистые улицы, прозрачные озера и красивейшие горы. От холода они спасаются теплыми объятиями и горячим супом с колбасками. От скуки катанием на лыжах и прогулками с собаками, даже с чужими. Ведь часто говорят, лучше гор могут быть только горы. Хотя от себя добавлю,
Желательно летом, в плюс 25. Вы знаете, побывав в Андорре, могу сказать, тут все хорошо. Высокие зарплаты, приветливые люди, вкусная еда, потрясающая природа, чистые улицы. И вот вы знаете, прямо хочется к чему-то придраться. Кстати, могу сказать, что зимой здесь холодно. Вам это кажется несущественным? Может быть, но вот все местные считают, что в Андорре первым делом нужно Прокатиться на лыжах. Отдохнуть в термальном спа. Пройтись по магазинам на главной улице. Но не слишком увлекаться шопингом и насладиться нашей дикой природой. Поехать в Северную долину, там самые красивые горы. И полюбоваться древними церквушками в маленьких городках. Но самое главное, здесь безопасно. Можно не закрывать машину, отпустить ребенка одного в школу. И если даже ты забудешь кошелек в магазине или в ресторане, его обязательно тебе вернут. И эта безопасность создана не высокими штрафами или строгой полицией, а самими людьми. Если вы хотите такую спокойную и безопасную жизнь, как у других, помните главное. Нужно в первую очередь всегда начинать с себя.